Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Зоя, я приветствую вас на канале Мастерская Меланж. Сегодня я вам покажу, как на машине Silverit 5 класса выполнить первый наборный ряд методом обвива. Для того, чтобы выполнить первый ряд, мы выдвигаем иголочки в переднее нерабочее положение. Я выдвинула с левой стороны от 0 15 иголочек и с правой стороны от 0 тоже 15 иголочек. Таким образом, всего 30 игл. Ниточка у меня уже заправлена в нити-натяжитель. Левой рукой берем свободный конец нити, правой рукой основную нить. Заводим нить за первую иглу и обвиваем ее против часовой стрелки. Придерживаем полученную петельку, чтобы она у нас сохранила свою величину. Продолжаем обвив против часовой стрелки. Следим за тем, чтобы петли у нас с вами были достаточно свободными для того, чтобы каретка провязала хорошо первый ряд. Мы с вами обвили последнюю иголочку. Теперь нам необходимо завести нить в каретку. Для того, чтобы завести нить в каретку, мы прокладываем нашу ниточку под плечом каретки и заводим ее в челнок. Челнок закрываем. Теперь определяем, на какой плотности мы с вами будем вязать. Предельная толщина нити для этой машины примерно 300-350 метров. У меня нить 800 метров в 100 граммах в 2 ниточки. Это значит, что толщина моей рабочей нитки 400 метров в 100 граммах. Поэтому, если 300-350 нам предлагают вязать на 10, попробуем выставить плотность на число 9. Ручка выбора узора у нас стоит на вязании лицевой глади, боковые рычаги на кружочках. А вот для того, чтобы выполнить первый ряд, щетки вивинга мы опустим в рабочее положение. Немножечко отводим вперед и опускаем. Ну, видите, сам рычажок уже автоматически срабатывает на работу. Провязываем с вами первый ряд. Так как нить у нас немножечко провисла, мы ее подтягиваем рукой вверх и медленно проводим по иголочкам. Проверяем, все ли петельки у нас провязались. Видим, что все. Каретку мы при этом отвели примерно на 2-3 сантиметра от последней иглы в сторону. Чтобы провязать второй ряд, мы снова выдвигаем иглы в переднее нерабочее положение. Провязываем второй ряд. Третий. Четвертый. И пятый. Теперь поднимаем рычаги у вивинговых щеток вверх на кружочек и можем продолжать вязание. Если вы правильно подобрали плотность, то, видите, машинка очень хорошо провязывает петли и, в принципе, даже не требуется
дополнительно никаких грузов. Если же вы видите, что петли готовы соскочить с иголочек, то на боковые части вязания необходимо повесить грузы. И вязание продолжим. Итак, это у нас с вами плотность 9. Теперь переведем шкалу плотности и выставим число 8 и попробуем вязать на плотности 8. В принципе, видите, что машина довольно хорошо справляется с вязанием. Само вязание у нас уплотнилось. Видно. Теперь для того, чтобы снять наше полотно с машины, мы освобождаем полотно от грузов, выводим ниточку из челнока, отводим ее в сторону, чтобы она у нас не мешалась. Ниточка должна быть абсолютно свободной. И проводим пустой кареткой по нашему вязанию. Теперь вот этот пробник нам необходимо, конечно, отпарить, посмотреть, какое получается полотно, подумать, на какой плотности больше вам нравится вязать. Ну, а мы с вами, и цель этого видео была увидеть, какой получается наборный ряд. Он очень эластичный, свободный. В принципе, если вы выберете пряжу, которая не закручивается после ВТО, то можно оставить ряд такой. Можно обработать ее, можно продолжить вязание резинкой, можно присоединить какие-то другие детали. Очень удобно в этом случае. Можно оформить в подгиб такой край. То есть все, что в принципе вам будет необходимо. Я надеюсь, что для тех, кто только знакомится с машиной Silver Reed 5 класса, это видео было полезным. Спасибо большое вам за внимание. До новых встреч!